Привет всем, Арми. То утро было особенным, не только для них, но и для всего мира, который молча ждал этого момента. 22 марта 2026 года было не просто очередным днем. Это был день, когда надежда, тоска и время наконец сошлись в одной точке, в аэропорту. Среди суеты и шума международного аэропорта Инчхон тысячи Арми стояли, испытывая эмоции, которые трудно описать. Некоторые присутствовали лично, другие смотрели через экраны своих телефонов, их сердца бешено колотились. Но все они чувствовали одно и то же – это было начало чего-то большого. И среди всего этого внимания одна фигура выделялась самым простым образом. И, несомненно, могущественный Ким Тэ-хён Ви, присутствие, которое всегда знало, как покорить сердце, даже не прилагая усилий. После почти 4 лет, разделенных временем, обязанностями и личными поездками, они наконец воссоединились. Но для многих в тот день в Тэ-хёне было что-то особенное, не только его внешность, но и его аура. Он шел медленно, закутанный в черную куртку с надписью «Keep Swimming» – «Продолжай плавать». Он выглядел в тепле, словно защищенный от утреннего сеульского холода, однако его взгляд оставался спокойным, глубоким и полным нерассказанных историй. Тэ-хён мало что говорил, как обычно, он предпочел молчать. Но в этом молчании фанаты чувствовали себя ближе к нему, чем когда-либо, словно каждый его шаг передавал слова, которые нельзя было произнести вслух. Предыдущая ночь все еще ощущалась. Взрывное выступление на площади Кванхвамун не стерлось из памяти, и Тэ-хён выглядел так, словно проделал долгий путь, чтобы вернуться к этому моменту. В его выражении было что-то, что заставляло задуматься: усталость, облегчение или, возможно, счастье, слишком глубокое, чтобы его полностью выразить. Когда камеры начали снимать, а фанаты скандировали его имя, Тэ-хён лишь мельком взглянул. Небольшой взмах рукой, короткий, простой, но достаточный, чтобы потрясти тысячи сердец. Короткий ролик, записанный фанатами, распространился как лесной пожар. Через несколько минут интернет взорвался одним сообщением: «Безопасного полета, Тэ-хён». И каким-то образом, даже за несколько секунд этот момент показался глубоким, как будто все поняли, это был не просто обычный отъезд. Тэ-хён выглядел так, словно носил в себе что-то большое, новую главу, новую версию себя, которую мир еще не видел в полной мере. Куртка с надписью «Продолжай плавать», которую он носил, была не просто одеждой, это был символ, послание, которое, возможно, могли по-настоящему понять только те, кто так долго ждал. Продолжай плыть, даже когда волны никогда не стихают. Продолжай двигаться вперед, даже когда мир кажется тяжелым, и Тэ-хён по-своему показал, что он действительно живет этим посланием. Его шаги оставались спокойными, даже при усиленной охране и бесконечных вспышках камер вокруг него. Он не спешил, он не пытался перетянуть все внимание на себя. Возможно, именно поэтому все взгляды были прикованы к нему. В тот день в его простоте была тихая красота, ничего чрезмерного, ничего натянутого, просто Тэ-хён был самим собой, и, возможно, именно это делало его таким особенным. Ему не нужно было делать ничего грандиозного, чтобы оставить неизгладимое впечатление. За его кажущейся непринужденностью скрывался долгий путь, невидимый для многих, время вне сцены, тихие моменты, рост, который происходил незаметно. Когда он шел к выходу на посадку, казалось, что он готов вернуться, не просто как айдол, а как лучшая версия самого себя. Нью-Йорк ждал, весь мир ждал, но в тот момент все казалось таким личным, как будто это путешествие было не просто продвижением, а чем-то большим. Заявлением, что они все еще здесь, что они стали сильнее, и что Тэ-хён по-прежнему занимает особое место в сердцах миллионов. Его улыбка могла быть короткой, его взмах рукой небольшим, но его воздействие было огромным. Эйяр и Муай знали, они чувствовали это. На этот раз было что-то другое, что-то более глубокое, более настоящее, более эмоциональное. И среди всех участников Тэ-хён был эпицентром этого чувства, тихое присутствие, и все же говорящие о многом. Когда он наконец скрылся за выходом на посадку, в его душе осталась смесь эмоций, гордость, тепло и тихая тоска, которая вернулась вновь. Но на этот раз все было иначе, потому что эта тоска больше не была пустой, она была наполнена надеждой. Надежда на будущие этапы, надежда на новые истории, которые они создадут, и надежда увидеть, как Тэ-хён засияет ярче, чем когда-либо прежде. Это путешествие только началось, и если то утро было Тому знаком, мир не был готов к тому, что должно было произойти, потому что, когда Тэ-хён шагнул вперед, он нес не только себя, он нес мечты, воспоминания и любовь миллионов людей по всему миру. Безопасного полета, Тэ-хён, продолжай плыть,
продолжай двигаться вперед, потому что мир готов снова влюбиться в тебя глубже, чем когда-либо прежде. Когда Тэхён ступил на взлетную полосу, его взгляд запечатлел каждое движение вокруг него. Он не спешил, и все же каждый шаг казался значимым, как будто он знал, что эти маленькие моменты станут незабываемыми воспоминаниями для AR-MUI по всему миру. Даже посреди шумной толпы от него исходила спокойная аура. Немногие айдолы могут контролировать энергию вокруг себя одним своим присутствием. Тэхён мог ходить легко с этой тонкой, загадочной улыбкой. Международные фанаты тут же пришли в восторг. Каждая деталь была запечатлена. Пряди волос, развивающиеся на ветру, то, как он поправил свою куртку с надписью «Keep Swimming» и бросил быстрый взгляд в камеру, все это стало вирусным, породив мемы, обсуждения и видеоролики во всех социальных сетях. И даже при таком внимании он оставался скромным, он шел рядом с другими участниками, не проявляя никаких признаков конкуренции или стремления к вниманию. Его присутствие, наоборот, уравновешивало энергию группы, создавая ощущение стабильности и тепла для всех, кто наблюдал за ним. В сердцах AR-MUI каждый шаг Тэхёна ощущался как разворачивающаяся история. Фанаты чувствовали долгий путь, который он прошел, от перерыва в карьере и службы в армии до подготовки к этому камбэку, все это отражалось в простых жестах и значимых выражениях. Куртка с надписью «Keep Swimming» казалась метафорой собственной жизни Тэхёна. Плыть против течения, двигаться вперед, несмотря на бурные волны, и нести этот дух вперед, не только для себя, но и для всех фанатов, которые ждали его. Во время перелета в Нью-Йорк воспоминания о концерте на площади Кванхвамун и восторженных криках AR-MUI, должно быть, не давали ему покоя. Каждый всплеск эмоций, каждая улыбка фанатов становились той энергией, которая позволяла ему показать еще более выдающиеся выступления на мировой сцене. И когда он ступил на землю Нью-Йорка, его ждал новый мир. Но аура Тэхёна осталась прежней, уравновешенной, теплой и завораживающей. Он готов не только к сцене, но и к интимным моментам, которые эмоционально связывают его с фанатами, через взгляд, улыбку и эти маленькие, незабываемые жесты. Тэхён знает, что это возвращение — это не просто музыка или внешность, это заявление, доказательство того, что BTS 2.0 пришли. Он привносит не только талант, но и зрелую душу, искренние эмоции и стремление расти вместе с AR-MUI. И в конце концов, даже несмотря на вспышки камер и тысячи сообщений безопасного полета, разносившихся по интернету, ясно одно: Тэхён не просто вернулся. Он вернулся сильнее, мудрее и ослепительнее, чем когда-либо. Мир не готов ко всему, что он собирается показать. Но AR-MUI знают, они всегда будут рядом с ним, плывут с ним по каждой волне. И когда ночь опускается на небо Нью-Йорка, огни города медленно загораются, словно падающие на землю звезды, путешествие на самом деле не закончено, оно просто открыло свою следующую главу. За окном машины, которая отвезла его из аэропорта, отражение города слабо бликов отражалось на стекле, и на мгновение все затихло, вдали от приветствий, вдали от камер, был только Тэхён, его мысли и долгий путь, который он проделал. Возможно, в этой тишине он вспомнил каждый шаг, который привел его к этому моменту, трудные времена, невысказанную тоску. И обещание, которое он хранил в своем сердце, вернуться более сильным, более цельным и более верным себе, потому что для Тэхёна это было не просто возвращение на сцену, это было переосмысление смысла каждой ноты, каждой строчки и каждого взгляда, который он дарил миру. А в других местах, в разных уголках мира, AR-MUI все еще не спали, все еще смотрели на экран, все еще говорили о том коротком моменте в аэропорту, как будто знали, что медленно формируется нечто большое, новая эра, не только для группы, которую они любили, но и для каждого человека в ней, включая Тэхёна, который теперь шел с более глубокой версией себя. Более тихой, но в то же время более сильной, чем когда-либо прежде. Грядущие дни будут наполнены грандиозными сценами, вниманием мирового сообщества и выступлением, которое снова потрясет мир. Но для AR-MUI этот маленький момент утром всегда будет занимать особое место.